НАТО перемещает войска в страны, граничащие с Россией. В Украине говорят о завершении войны до июня этого года, а в Узбекистан доставили практически 500 тел граждан республики, большая часть из которых умерла или погибла в РФ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Трампу наплевать на условия сделки с Россией. Бывший советник республиканца предупредил об опасности для Зеленского. Каков замысел? Корабли, вертолеты, бронетехника и солдаты. Лишь за несколько последних суток НАТО перебросило свои силы ближе к границам России. Для чего? Новые митинги против действий власти в РФ. Как россияне вышли протестовать, а им указали на их место. Детали скандала в Курске. Кто кого не слышит? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Нарвский мост дружбы между Эстонией и РФ, фактическая граница ЕС и России, постоянное место для провокаций Кремля. Об этом говорят эстонские пограничники. Именно там РФ снимает свои пропагандистские ролики. В съемках принимают участие мигранты, которых Евросоюз якобы отвергает. В Таллине говорят, что из-за действий Москвы на границе действительно есть большие очереди. Пограничники тратят довольно много времени на тщательный осмотр и вещей, и проверку данных тех, кто пытается попасть в Европу. Рейтер сообщает, что в эстонском городе Нарва около 96% жителей говорят на русском, а у каждого третьего есть даже российский паспорт. По мнению военных аналитиков, РФ может попытаться захватить часть территории Эстонии, и вторжение начнется именно в город Нарва. При этом поводом может стать тема защиты русской диаспоры. Пока же пограничники следят за потоком мигрантов. Финские коллеги на границе столкнулись с этими нападениями мигрантов. Несколько тысяч человек подошли к пограничным пунктам, и мы начали задумываться, что это может произойти и у нас. В каком-то смысле так и случилось. Финляндия закрыла пограничные переходы, и мы заметили приток мигрантов на нашей стороне. Мы начали возводить ограждения, чтобы быть готовыми закрыть эту границу, как только она столкнется с волной мигрантов. Потому что как только вы пропускаете 10 или 20 человек, они видят, что это возможно. Тем временем корабли НАТО вошли в Таллин. Военные суда Альянса начали патрулировать Балтийское море в рамках миссии «Балтийский часовой». Часть кораблей уже стала на якоре в минной гавани Таллина. Эскадру возглавляет фрегат Королевского флота Нидерландов «Тромп». Корабли хоть и выполняют задачу патрулирования, но являются частью боевой группы НАТО и при необходимости могут применить силу. Военных НАТО стало больше и у границ РФ в соседней с Эстонией и Латвией. Военный контингент Швеции, которая недавно присоединилась к Североатлантическому альянсу, высадился в Рижском порту. Событие называют историческим. Военные из Стокгольма присоединяются к многонациональной бригаде НАТО в Латвии. Это исторический день, это историческое событие. Мы приветствуем шведские войска в это трудное и непростое время. Важно, чтобы мы демонстрировали силу и единство, и это, безусловно, является их проявлением. Присутствие шведских войск вносит значительный вклад в многонациональную бригаду НАТО, и мы, безусловно, рады и горды тесно сотрудничать со Швецией, а также с другими странами в рамках многонациональной бригады. О чем говорят такие перемещения сил НАТО и их скопление у границ РФ, которая так боялась расширения Североатлантического альянса на восток? Эти вопросы мы обсудили с историком и военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Это одно из геополитических поражений Российской Федерации после начала широкомасштабного вторжения. Планы так называемой специальной военной операции – это не расширение границ НАТО за счет других государств. Как видим, произошло прямо противоположное. Границы НАТО расширились, но не за счет Украины, а, соответственно, за счет новых членов НАТО. Это, соответственно, Финляндия и Швеция. Что касается передислокации шведского воинского контингента, то это, соответственно, ответ на те возможные военные провокации российской стороны, а именно возможность реализации так называемого Сувалского коридора, то есть непосредственно вторжение на территорию стран НАТО с территории Республики Беларусь и построение сухопутного коридора с Беларуси до российского анклава Калининградская область. Данный коридор будет, соответственно, по мнению российской стороны, пролегать
по территории Польши и ряда балтийских стран. И вот с целью предотвращения возможных негативных сценариев, а именно вторжения Российской Федерации на территорию балтийских стран, предпринимаются превентивные меры. Сделка между Россией и Украиной будет иметь тяжелые последствия для Украины. В этом уверен человек, который 17 месяцев пробыл на посту советника Трампа по нацбезопасности США во время первого президентского срока республиканца. Джон Болтон намекает, что Киев ждет суровая реальность, так как Путин заявит о победе, если линия фронта будет заморожена. При этом, по словам бывшего советника Трампа, избранному президенту США абсолютно безразлично, какими методами такой мир будет достигнут. Если Путину удастся провести линию прекращения огня по границам оккупированных территорий, он, скорее всего, примет это. Чем дольше будет длиться этот период прекращения огня, тем выше вероятность того, что эта линия станет новой границей между Россией и Украиной. Путин сможет представить это как свою победу. Трамп же хочет закончить войну как можно скорее после вступления в должность, и его особо не волнует, каким будет итог урегулирования. Ему важно лишь одно, чтобы война закончилась, а для Украины это очень плохая новость. Тем временем в Украине активно обсуждают фрагмент из интервью народного депутата Анатолия Бурмича, который уверяет, что на встрече с украинскими военными те заявили, что войну надо завершить в ближайшие полгода. І от у нас була позавчора зустріч з військовими, там зустрічаються завжди там раз на тиждень у голови Верховної Ради. То нам сказали, що бажано війну завершити в першій половині. Чому? Тому що це пов'язано з ресурсами, з озброєннями, допомогою партнерів і інше. Так намекнули. Все ли так плохо у Украины с ресурсами, вооружением и с помощью партнеров? На этот вопрос нам также ответил военный эксперт и аналитик Дмитрий Снегирев. Во-первых, о негативных факторах. Речь идет о том, что характер военно-технической поддержки Украины – это на уровне 200 миллиардов евро. Эта сумма соизмерима, соответственно, затратами российского бюджета на финансирование активной части войны в Украине. То есть можем говорить о паритете финансовых затрат наших европейских и американских партнеров и, соответственно, возможности российской стороны. Это напрочь опровергает те сообщения Бурмича, ну и других сообщений в средствах массовой информации о том, что украинская сторона не в состоянии продолжать активный характер боевых действий. Поэтому заявление как минимум контроверсийно. В Курске жители российского города Суджа, который сейчас находится под контролем Украины, вышли на протест. Говорят, из-за войны остались бомжами и ненужными государству. Ведь выходят уже второй раз, а их не слышат. К россиянам таки вышел пропагандист и недавно назначенный Путиным временно исполняющий обязанности губернатора области Хинштейн и напомнил, что собираться на массовые митинги запрещено в рамках федерального режима ЧС и в рамках так называемой контртеррористической операции. Кроме того, уверяют, что люди не бомжи, так как не без определенного места жительства. Прописка ведь есть. А еще Хинштейн свалил все проблемы людей не на Путина, а на предшественников коррупционеров. Пока вы меня не знаете. Представитель государства. Да, но представители государства были здесь разные. И есть у меня большое ощущение. А я не всем. Лен, во-первых, вы остались не бомжами. Бомжами. Не бомжами. Нет, это не бомжи, потому что бомж это лицо неправда. Бомж это лицо без определенного места жительства. Нет, вы все получите сертификаты и жилье. Это раз. Второе. Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя эта работа, но должны за то, что здесь происходило из-за коррупционной в том числе схемы, ответить. Z-паблики хвалят Хинштейна, мол, смело вышел к людям и поговорил. Тем временем, напомню, бои в Курской области продолжаются, и за эти практически полгода ни в Курск, ни куда-то ближе к линии фронта Путин не приезжал и, вероятно, не приедет. Аналитики считают, что Путин не хочет ассоциировать себя с проблемами и может явиться в Курск только если войска РФ вытеснят ВСУ. Но пока этого сделать не удалось. Отмечу, что приграничные населенные пункты России, которые сейчас контролируют ВСУ, могут стать предметом торга между Киевом и Москвой на предстоящих переговорах. А что вы думаете о протестах в Курске? Вас удивляет их немассовость или все прогнозируемо? Поделитесь мнением в комментариях.
Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. 474 гражданина Узбекистана умерли либо погибли в России в 2024 году. Их тела были репатриированы на родину. По данным агентства по миграции при Кабинете министров Узбекистана, всего за минувший год в республику было возвращено 483 тела мигрантов из-за рубежа. И, судя по статистике, большая часть из них скончалась именно в России. Тела еще 9 были доставлены в Узбекистан из Турции, Кореи и Казахстана. О причинах смерти людей не сообщается. Но в Ташкенте уверяют, что расходы на транспортировку тел покрыты за счет государственного бюджета, ведь порой это очень большие суммы. Расходы на транспортировку тел зависят от страны. Например, доставка одного тела из России обходится до $1000, из Великобритании – до 4-5 тысяч долларов, а из Японии или Кореи – до $9000. В Узбекистане также сообщили, что в республику за 2024 год удалось вернуть 775 узбекистанцев, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации за границей, и 182 человека с тяжелыми травмами. Подписчики из Узбекистана, а что вы думаете о таких действительно печальных данных? Германия должна отгородиться забором, а из страны необходимо выгнать всех иностранцев и уже сейчас украинцев. Ведь Украина большая страна и там достаточно территории. Автором резких заявлений, который не прочь выгнать всех украинских женщин и детей из ФРГ, является глава ультраправой фракции «Альтернативы для Германии» в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер. Она считает, что ее партия может, далее цитата, «вывести Баварию на правильный путь и освободить народ от удушения старого партийного государства, чтобы предотвратить наводнение страны получателями помощи, не желающими интегрироваться». АДГ призывает к всеобъемлющей ремиграции. Украина, как отметила Эбнер-Штайнер, в конце концов большая страна и имеет достаточно территорий, куда можно вернуться. Среди других требований, на границах Германии, если это необходимо, должны быть установлены заборы. Городам и общинам Баварии следует разрешить объявлять чрезвычайное положение в области предоставления убежища, чтобы отказываться от приема беженцев. Еще один немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая является лидером одноименной партии, считает, что Украине стоит прекратить поставлять оружие. Активизировалась и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что без поддержки США и НАТО Украина не может оставаться независимым государством после вторжения России. А как вы относитесь к таким заявлениям представителей Германии? Поделитесь своим мнением под этим видео. Систематические усилия режима Лукашенко по подавлению любого инакомыслия в Беларуси уже предопределили исход так называемых президентских выборов в республике еще задолго до голосования. Белорусы не имеют возможности самостоятельно выбирать своих лидеров и определять свое будущее. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Он также заявил, что президентские выборы, которые пройдут в Беларуси 26 января, не могут быть свободными и справедливыми. Репрессии порождаются слабостью, а не силой. Беспрецедентные меры по подавлению любой оппозиции дают понять, что режим Лукашенко боится собственного народа. Храбрость белорусов внутри страны и за ее пределами дает о себе знать. Соединенные Штаты признают исключительную настойчивость белорусских граждан и организаций гражданского общества, которые работают над привлечением режима к ответственности. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.